Всем доброго дня. Надеюсь, меня видно и слышно. Если не так, пожалуйста, напишите. И сегодня перед нами стоит целый ряд вопросов. Ну, в частности, имеет ли смысл сражаться лежа? Фатально ли, если вы споткнулись и упали? Фатально ли, если вы оказались в положении лежа, там каким-то образом тоже упали, например, или сознательно оказались лежа при столкновении с несколькими противниками? Вот такие вопросы нередко возникают, и чаще всего ответ на них такой негативный достаточно. Ну, во-первых, конечно, когда мы наблюдаем какие-то спортивные соревнования, то лежа, как правило, там не работают. Есть борьба в партере, но есть и такие условные победы, например, на ковре, когда считается, что вроде бы в партере можно работать, но при этом там борцы работают один на один, никто из них, конечно, не вооружен, они соблюдают определенные правила и так далее. И фактически весь постспорт базируется примерно на таком же представлении о работе лежа, или там сидя, там, я не знаю, в каком-то положении таком явно не вертикальном, да. И когда мы наблюдаем там якобы бои без правил различные, мы видим практически ту же картину. Конечно, там надо уметь бороться, но борьба идет опять по постспортивным таким лекалам. Практически нет возможности делать что-то другое. И, в общем-то, не столько борьба приходит там на помощь, сколько скорее джиу-джитсу, которое хотя бы немного умеет оперировать не только руками, как это делают борцы в партере, но и ногами. И вот как раз отчасти этот момент дает преимущество таким борцам. Богдан пишет: вечер добрый, Станислав, всем добрый вечер, все в норме, звук, картинка. Спасибо большое, Богдан, и вам тоже доброго вечера. И вот, да, действительно, когда мы наблюдаем спортивные, постспортивные какие-то мероприятия, когда мы посещаем, например, клубы какой-то самообороны, опять постспортивной, мы видим одни и те же лекала. Значит, какая-то ударная техника выполняется в положении стоя, в положении сидя и лежа. Все это только партерная борьба и с участием практически только рук. Ноги там выполняют вспомогательную функцию, разве что для различных рычагов, которые все равно выполняются руками в итоге, да? Ну, там, например, рычаг локтя такой типичный для самбо, в котором участвуют в том числе ноги или нога, например, да. Но чаще всего в основном, так сказать, акцент основной все равно делается на руки, которые выполняют этот рычаг. Ну и так далее. И какая-то ударка, конечно, в партере тоже возможна, и опять это все связано с работой руками. Вот работа ногами в партере очень-очень слабая, практически бессмысленная. И, простите за не очень хорошую аналогию, бойцов ММА, бойцов каких-то якобы без правил, там куча правил, безусловно. Так вот, бойцов разных каких-то направлений якобы без правил, разные постспортивные такие направления, самооборонные какие-то направления. Вот бойцы, в них оказавшись в положении лежа, особенно лежа на спине, практически всегда выглядят как перевернутые жучки такие, которые просто ножками вот так вот дрыгают, да, ну и пытаются, конечно, перевернуться, встать там и так далее, да. И фактически это ничего не дает даже в противостоянии один на один. А когда речь идет о нескольких противниках и о ситуации, достаточно такой экстремальной, уже совершенно не спортивной, а экстремальной, когда у нас все-таки может появиться какое-то оружие, значит, у этих нескольких противников, когда там никаких правил, судей, скорой помощи и прочего подобного, естественно, ответ всегда один. И я, как правило, тоже говорю, что если вы оказались лежа, значит, и у вас там несколько противников, наверное, все-таки шансов практически нет. Но это, ребят, не полная правда, конечно. Именно поэтому периодически на нашем канале и в уроках нашего канала и другого нашего канала Алфан, значит, есть уроки, которые связаны как раз с работой лежа. Работой лежа и сидя, там, условно говоря, на опорной поверхности. Да? Почему мне важно отметить, что не только лежа, да, не только когда вы на спине, на животе, на правом и левом бочку, там, например, да, но и в положении сидя вы оказываетесь там и так далее. Все это такие достаточно безобидные, как правило, считается, что безобидные положения.
Но и тем не менее у нас есть уроки на эту тему, у нас есть целый ряд возможностей занять такое положение и покинуть его, поменять его там на вертикальное, скажем, да, и так далее. Кто интересуется вот уроками нашего канала, те с этим, я думаю, уже знакомы, многие, по крайней мере. Так вот, все же, когда мы говорим о такой работе, надо иметь в виду целый ряд важных факторов. Вот мы об этом сейчас будем как раз с вами говорить, будем просматривать целый ряд фрагментов мы с вами посмотрим, обсудим отдельные технические стороны того и другого и так далее. Богдан пишет, тема интересная, у меня был случай и не один по поводу обороны лежа. Могу рассказать, как лежа против троих и не просто отбился. Окей, если есть возможность сжато как-то это описать, опишите, пожалуйста. Я думаю, это многим будет интересно прочесть. Понятно, что это всего лишь описание, гораздо было бы полезнее это увидеть, но, к сожалению, мы не имеем такой технической возможности. Поэтому, да, если будет возможность, прям кратенько, если опишите, или там, например, в комментарии опишите, наверное, это будет интересно. Итак, сегодня мы обращаемся к таким боевым направлениям, как Коучшвайн и Дитаншвайн. Первое, ну, с китайского, давайте так, с Путунхуа, с такого государственного языка, мандаринского, переводится как «кулак собаки». Очень странно. И по этому поводу я еще скажу несколько слов по поводу вот собаки и прочего подобного, по поводу разных таких странных достаточно названий. Второй Дитаншвайн – это кулак лежащего на земле. Ну вот буквально, если так. Я не знаю, как еще по-другому это лучше перевести, скажем, да? Так вот, по поводу собаки и всего, что связано с этим. Значит, если помните, у нас была отдельная такая не очень правильная полемика, не очень правильные какие-то утверждения о том, что китайские боевые искусства, они сплошь такие анималистичные, что ли, они такие подражательные какие-то, и когда какое-то боевое направление названо, имеет в своем названии какое-то животное, то там прям подражание этому животному должно быть. И все это похоже на танцы и балет. Действительно, ребят, вот глупое подражание каким-то животным, но это реально, это даже не танцы и не балет, это куда хуже. И люди, которые этим занимаются, наверное, действительно не заслуживают другого отношения, чем вот подобное. Но я еще раз просто повторю то, что говорилось не раз. Вот эти вот названия, которые в китайском имеются, там Хучуань, например, там Ланпай, давайте так, не по-русски, да, там кулак журавля, кулак тигра, кулак змеи, там, например, кулак там еще чего-то еще и так далее. Эти все вещи не всегда отражают какое-то подражание или даже какую-то аналогию. Очень часто совершенно ничего из этого в этом боевом направлении вы не увидите. Целый ряд, например, кулаков богомола вообще никак не подражает этому насекомому. Значит, о подражании, о максимальном подражании мы, наверное, можем говорить в целом ряде направлений Хоучуань, кулака обезьяны. Вот большинство китайских боевых направлений никому и ничем не подражают. И названия вот эти каких-то животных там и так далее, они связаны, как правило, либо со случайными факторами, либо с какими-то аналогиями. Ну, например, какой-нибудь, кстати говоря, тоже на славянское ухо, вот Хучуань, и Хучуань тоже будет звучать одинаково. Тем не менее, кулак лисы, например, да, существует. Не только кулак тигра, да, но кулак лисы вот такой, который звучит на наше ухо примерно одинаково, он называется так только потому, что вот в этом боевом направлении, скажем, есть такая вот аналогия, связанная с хитростью лисы, ну, на самом деле с определенными стратегическими, тактическими решениями. Всего лишь только поэтому это направление, например, названо кулаком лисы. Когда мы говорим о кулаке дракона, ну, какая там вообще прямая аналогия? Кто-нибудь из вас видел когда-нибудь дракона? Ну, кроме, конечно, вот мифического вот этого вот изображения там и так далее. Ну, то есть, понимаете, да? И поэтому, когда мы говорим о кулаке собаки, например, Коучуань,
Или когда мы говорим, например, обращаясь к кулаку журавля, если помните, там вот есть такой Цзунхэ и Сухэ. Это фактически одно и то же направление, дрожащий журавль, и он же называется журавль-первопредок, но это не важно. Смысл такой, что в нем используются подрагивающие усилия такого, ну, уже что ли особого рода, доведенного до, ну, какого-то, да, до какой-то уж совсем финальной точки. Подрагивающее усилие, оно вообще характерно для многих боевых направлений, но мы его в основном привязываем как бы к кулаку журавля в основном. И вот Сухэ, там вот это подрагивающее усилие, значит, называют даже встряхиванием собаки. Но это не значит, что есть какое-то явное подражание собаке, например, или там еще кому-то там и так далее. Вот, поэтому вот это вот направление, о котором мы сегодня говорим, одно из направлений, о которых мы сегодня говорим, коучуань, кулак собаки, он никак не связан ни с каким подражанием, никакому животному, не только собаке, но и вообще никому. На самом деле это боевое направление получило такое название только потому, что иногда мы можем наблюдать, как собаки там вот валяются в пыли там, или радуются своему хозяину, там пузом кверху так вот валяются. И это все. Никакой прямой буквальной аналогии. Сейчас я зачитаю то, что Богдан пишет, хорошо, а потом мы уже вернемся к теме. Секундочку. Значит, меня когда-то удивил Бадюк, показывая, как защищаться лежа, закрывать почки, голову и ни одного атакующего действия. Да, это довольно странно вообще. Не сражаться, вы знаете, только заниматься защитой, это странно. Несмотря на то, что на нашем канале все время звучит, что защищенность — это путь к победе, ну это правда, чисто логически так и получается. Если вы защищены, то вы всегда сможете проатаковать противника. Если не защищены, он всегда сможет проатаковать вас. То есть в этом смысле все в порядке. Но заниматься одной защитой и не атаковать своего противника вообще, ну это да, это мимо боевого искусства совсем. Богдан продолжает. Меня сбили с ног толчком в спину, я перевернулся на спину, нападающий спереди захват его ноги моей ногой, и вторая толкает ниже колена, противник падает. Да, совершенно верно. Второй слева бьет ногой в голову, перекат на бок, захват за ногу третьего нападающего, пятка и толчок в колено, он падает. Один удар я пропустил, пока толкал второго, с третьим тоже, что и со вторым. И быстро на ноги. Пару ударов ногами им по лицам, и все, драка закончилась, отбираясь нападающий. Ну вот замечательно, Богдан, что вы это описываете. Фактически это то, о чем мы сейчас и будем говорить. Вы уже даже опережаете практически все, что будет сказано. Ну окей. В любом случае, конечно, мы все равно сейчас, вот прямо сейчас, давайте я поставлю как раз один из фрагментов, одну секундочку. Вот начинаем мы с коучуань. На самом деле, братцы, на нашем канале уже выходили видео, значит, связанные с этим боевым направлением. Там гораздо больше было фрагментов. Сейчас я не могу все множество фрагментов, которые есть в сети, выкладывать по совершенно естественным причинам, потому что YouTube, по крайней мере болгарский YouTube, сильно лютует по поводу чужого контента использования, да? Поэтому здесь будет достаточно ограниченное количество каких-то фрагментов, и, как я уже сказал, несколько позже мы обязательно все обсудим. Но кому, тем не менее, интересна, значит, эта тема в большем плане, с большим количеством каких-то фрагментов, да, я думаю, что в ближайшее время я выложу какие-то старые очень видео, которые делались когда-то, они очень сырые, но, по крайней мере, там достаточно много вот фрагментов, значит, по этой теме. Так, Антоника пишет, ну и тема. Вас что-то удивляет, очевидно, да? Вас очень многое вообще удивляет в боевых искусствах, насколько я заметил. Окей. Здесь появляется достаточно много случайных людей, и довольно забавно иногда слышать подобные мнения. Окей. Значит, конечно, здесь сейчас, вот пока мы наблюдаем эти какие-то фрагменты, давайте я несколько слов буквально буду говорить, потом мы будем отдельно пошагово какие-то вещи отсматривать с вами, да. Часть фрагментов, которые мы увидим, это просто Тау. Причем в том числе вот этот вот фрагмент, который сейчас мы наблюдаем, это вообще выступление спортсмена, таулушника, это вот Таулу,
Это не совсем боевое как бы применение, как мы видим, да. Но когда мы говорим о Гоутшвань или о Дитаншвань, ребят, здесь вот это таулушное, не боевое, как бы, а спортивное совсем, да, оно ушло недалеко совсем от боевого и спортивного. Почему? Потому что здесь трудно это все представить как-то по-другому. Мы видим достаточно много атак ногами и защит ногами. Мы видим в том числе, кстати, достаточно много и атак руками. Вот в этом смысле Гоутшвань, он несколько, наверное, несколько ближе к современным бойцам, любящим в том числе положение достаточно вертикальное, да, чем Дитаншвань. Хотя в Дитаншвань тоже достаточно много работы руками будет, мы в этом позже убедимся. Обращаем внимание на то, что бойцы здесь занимают положение и вертикальное такое, как бы положение стоя, да, и оказываются в положении сидя. И в нем тоже работают, и на секундочку работают и руками, и ногами. И в положениях лежа, оказывается, тоже там работают и руками, и ногами. Они легко меняют эти положения одно на другое. Да? Ну, мы, конечно, видим, кто-то интенсивнее работает, да, кто-то менее интенсивно, потому что иногда требуется продемонстрировать, скажем, когда таулу там выполняется, да, требуется продемонстрировать только отдельные какие-то чисто технические моменты, там, например, поэтому на них там задерживаются, ну и так далее. Вот, кстати, элементы, обращаем внимание, да, мы сейчас видим даже в работе с оружием элементы Гоутшвань здесь вот присутствуют, да, это тоже важный такой момент. И вообще, когда мы говорим о, например, Дитаншвань, позже мы уже посмотрим фрагменты с этим боевым направлением, оно имеет довольно долгий путь формирования, долгий путь развития, очень такую долгую, глубинную достаточно историю, в отличие от Гоутшвань. И, кстати, что интересно, например, тот же Дитаншвань, который мы позже посмотрим тоже, он, среди прочего, вошел в такое компиляционное направление, как Тесин Танлан, семизвездный богомол. Да? В частности, вот там вот элементы эти тоже используются. И вот, кстати, обращаем внимание и на достаточно интенсивную работу руками, тут, да, мы ее тоже наблюдаем. И позже несколько мы поговорим о каких-то акробатических еще моментах. Но вот, среди прочего, сейчас вот видели, да, такие отмахивания в положении лежа ногами, да. Это не только возможность вставать, это одновременная работа со многими противниками. Это то, вот с чего мы практически стартовали с вами, да, когда мы задавали вопрос, можно ли сражаться лежа там, или сидя, даже с несколькими противниками. Окей. Так, предполагаю, что сейчас у нас заново, да, это заново пошло в то же видео. Давайте я сразу поставлю Дитаншвань. Вот. Здесь тоже будет целый ряд разных совершенно видео, и старых, и таких современных достаточно. Одну секундочку, Алексей пишет. Здравствуйте, Станислав, вам тоже доброго вечера, и всех присутствующих. Так. И всех поздравляю с верным воскресеньем, и вас тоже с этим замечательным праздником. Окей. Обратите внимание, то же самое. Вот сейчас вот мы наблюдаем уже второе боевое направление, о котором мы сегодня говорим, Дитаншвань. Тоже обращаем внимание на то, что здесь достаточно много работы и лежа, и сидя, и стоя, да? Много работы руками. Правда, в современном таулушном варианте там работа руками становится порой гораздо меньше. Кстати, вот, да, обращаем внимание на китайскую армию, да, которая в том числе работает, ну, как бы, в качестве подготовки, они используют в том числе и отдельные элементы деталей. Да, тоже такой важный момент. Богдан пишет, а ведь пример за что такой модель толкать второй сделали противника, я увидел в книге, когда молодым каратистом был, он меня заинтересовал, я очень долго отрабатывал сам для себя. Замечательно, да? Как раз вот, да, эти моменты, обратил внимание на этот мальчишка, совсем маленький, да? Замечательно справляется с техникой Дитаншвань. Они, кстати, довольно сложные, если вы обратите внимание. Достаточно много падений, подъемов, потом акробатика, которая, ну, как это, замечательно когда вы видите
Это тоже атаки ногами. Двумя ногами одновременно, например, да, во время такого переворачивания. Вы опираетесь на выполняете атаку ногами. Вот, кстати, элементы как нам продолжать смысла вас не слышно, голос видео результатов. Одну секунду. Вот так вот, наверное, да, меня будет уже слышно. Прошу прощения за то, что я сейчас сказал. Давайте я еще раз повторю просто эти вещи, да. Или на самом деле я просто продолжу, а потом, когда мы снова вернемся, например, к этим эпизодам, то мы, соответственно, я смогу, может быть, повторить, да, то, что было сказано. Окей. Спасибо большое, Алексей, за предупреждение. Ой, Богдан, прошу прощения. Спасибо, Богдан, за предупреждение, за то, что я, значит, не убрал звук этих видео. Окей. Значит, так слышно. Спасибо огромное. Спасибо, Богдан. Вообще, кстати говоря, даже вот этот вот шаолиньский цирк, который мы имеем таким уже достаточно раскрученным брендом, да, и вот отчасти мы это сейчас, в частности, наблюдаем, да. Так вот, даже шаолиньский цирк этот, он очень любит демонстрацию дитан-шуань. Просто потому что, ну, во-первых, это зрелищно просто, да, мы видим хорошая динамика, удивительные совершенно вещи, акробатика, вот когда люди вот так вот практически сплошняком могут падать, подниматься, очень сильно, очень интенсивно, на секундочку, работать с руками и в то же время не менее интенсивно работать ногами, да, менять опять свое положение с одного на другое и так далее. Еще раз скажу то, что говорилось несколько раньше, вот эти вот фляки, когда вот человек переворачивается, там, да, вот сейчас, может быть, мы позже увидим, то, что неправильно называют сальто, вот эти вот фляки, вперед и фляки назад, значит, на самом деле это атакующие действия двумя ногами одновременно, да, когда боец опирается на руки и при этом атакует ногами, переворачиваясь через себя, да. Сейчас вот наверняка, вот они, вот обратите внимание на эти вот фляки как раз, это атакующие действия ногами. На самом деле, да, и мы видим, что боец даже с очень большой высоты может проатаковать, там сверху вниз, например, несмотря на то, что дитан-шуань, как мы уже говорили, это кулак упавшего на землю, или кулак лежащего, там, например, да, человека. Так, секундочку, сейчас чуть-чуть еще поправлю здесь. Окей. Надеюсь, так вот со звуком будет лучше. Теперь, да. Давайте мы вернемся к обычному сейчас, значит, к обычному экрану. Немножечко поговорим о том, что мы слышали. Петр, да, тоже пишет, да, так слышно, спасибо большое, да, окей. Там, на самом деле, я сначала там, когда заглушалось все это, да, я говорил о мальчишке, вот об этом, о подростке совсем, или как там, ребенке, который замечательно выполнял элементы дитан-шуань. Причем сложные очень элементы с прыжковыми ударами, ногами, с работой руками там, и прочим подобным. Вот об этом как раз я говорил, но еще позже несколько подробнее поговорим. Иными словами, вот сейчас мы чуть-чуть буквально, совсем немножечко коснулись этого, как это сказать-то, я даже не знаю, этого явления, что ли, в мире боевых искусств. Чаще всего к нему отношение такое очень странное. С одной стороны, мы видим действительно большую эффективность таких действий, начиная с того, что, ну, мы знаем, что у нас большинство постбоксерских каких-то направлений, они в основном связаны вот с этой рамочкой, да, с тем, что атаки в основном выполняются руками и так далее. И когда человек занимает положение лежа и атакует в нижнюю часть корпуса, ну, по крайней мере, для начала, разбивает ноги, опрокидывает там постспортсмена или постспортсменов и добивает потом, да, то это, конечно, несколько шокирует, это вызывает очень странные чувства. Ну, в частности, в одном из спаррингов, значит, мы ходили в чужой клуб, в том числе я работал там лежа. Вот. И это, конечно, вызывает еще и негатив большой, потому что, ну, знаете, у постспортсменов сразу, несмотря на то, что они считают, ну, там самооборонщики, они считают, что они так близки достаточно к уличным реалиям, да,
все равно нарушение вот этих вот условно-спортивных правил, для них это, у них это вызывает большой какой-то негатив. И когда человек из положения лежа, например, да, пробивает пах, выкручивает колено, там, опрокидывает человек, потом добивает там тоже ногами и руками, для них это все-таки достаточно тяжело чисто психологически это принять. Вот. Или когда боец какой-то лезет буквально уже бороться, там, например, а его добивают ногами, включая локти и колени, там, например, еще включают, да, то, конечно, это вызывает большой негатив, но, с другой стороны, что поделать. Есть и другой взгляд на эти боевые направления. И Коучуань, и Дитаншуань все-таки направления достаточно своеобразные, и часто не очень верно их воспринимают как какую-то норму обязательную, вот валяться в грязи, там, например. Ну, понятно, что там вы живете, например, в каком-то крупном городе, погода бывает разная, в луже валяться, в снегу или в грязи валяться никому особо не хочется. Но, братцы, с другой стороны, вас ведь никто не заставляет. Если вы практикуете одно из этих боевых направлений, вас никто не вынуждает валяться в грязи. Вы можете работать сидя, вы можете работать стоя, вы можете работать в прыжках, как вы это все видели, выполнять различного рода подсечки, подножки, как вы это тоже видели. Да? То есть в этом смысле нет проблемы совсем никакой. И как мы видели, работа тоже с несколькими противниками, ну, как бы не вызывает сложности. Даже, кстати, вот мы видели маленький фрагмент того, как люди с достаточно длинными шестами работают, ну или с копьями, допустим, да, и используют элементы Коучуань. То есть в этом смысле как бы нет ничего, что противоречило бы жизни современного человека. Плюсы большие этих боевых направлений, как дополнительные бонусы. Эти боевые направления сразу выстраивают у вас те умения, которые обычно у постспортсменов отсутствуют. Умение быстро занимать вертикальное положение, также быстро занимать там горизонтальное положение, да, менять одно на другое, работать в любом регистре, верхнем, среднем, нижнем там, и так далее. Уметь работать и руками, и ногами в положении сидя, например, что практически никто не умеет из спортсменов, да, и так далее. То есть вот такие вот вещи, это какие-то колоссальные бонусы все-таки. И в частности, ну, те, кто вот читал, например, книги нашего канала, обратили внимание на то, что одним из разделов обязательных для освоения в уважающем себя клубе боевых искусств является, вот в наших книгах это написано, является умение работать лежа и сидя. То есть отдельные, нельзя сказать фрагменты, но какие-то отдельные моменты, связанные, отдельные техники, связанные с Коучуань или там с Дитаншуань, не имеет значения. В данном случае, когда мы говорим о работе лежа и сидя, там одни и те же элементы, одни и те же техники используются, а разница между этими направлениями мы несколько позже поговорим. Так вот, практически одни и те же техники используются в качестве отдельного раздела, который обязателен просто для изучения в уважающем себя клубе боевых искусств. Чаще всего, ну, по крайней мере, в постбоевых каких-то уже оспортивленных боевых клубах мы этого уже не видим. Максимум, что мы там можем видеть, это такие вольноборцовские какие-то, спортивные, самбийские какие-то подходы к возне такой вот на ковре, да. Но, как мы видим, на самом деле, вот в боевом применении, вот представьте себе, например, батальные сражения, реально батальные сражения, да, кто там будет бороться с кем? Вот какие там эти стальные зажимы, рычаги локтей и прочее, там, кому они нужны? Человек, если упал, он будет продолжать сражаться. Он будет продолжать сражаться лежа, сидя там, и так далее. Он будет бить, он будет атаковать, он будет выводить из строя там, коленный сустав, голеностоп, паховую область, там, работать с руками и так далее. То есть в этом смысле, конечно, никаких правил не существует. Опять, как для любого уважающегося боевого искусства, никаких правил не существует, никаких ограничений не существует. И именно поэтому для бойца, для хорошего бойца из хорошего боевого клуба разницы нет, в каком положении он оказался или в каком положении его застали. Если помните, я как-то рассказывал об отдельных тренингах, которые мы проводили, в частности, в последнем третьем московском клубе моем, да, где где-то раз в месяц мы проводили, там часть тренировки этому уделяли, и рассказывал о том, как даже вести себя, не вести себя, я неправильно говорю, но как не быть застигнутым врасплох, когда вы, например, расслабляетесь. Вот вы в кафе, в ресторане находитесь. Вот мы расставляли столы,
мы ставили стул, мы ставили муляжи, там, ну, условно говоря, стакана, там, тарелки и так далее. Да, все знают, что если стакан перед вами стоит, это первая угроза, да, для вас. Там вилки, ложки, там вот это вот все, это тоже может быть угрозой для вас. Ну и так далее. То, как могут из-под вас выбить, например, стул, или вас опрокинуть, например, ну и прочее, прочее. Вот эти вот все вещи мы рассматривали. И, безусловно, в таких тренингах вы оказываетесь и в положении сидя, и в положении лежа, да, и так далее. То есть вот эти вот вещи в том числе надо проигрывать. Это помимо того, что в принципе вот эти вот техники, связанные с работой лежа и сидя, именно в положении уже лежа и сидя, а не там на стуле, там, скажем, и так далее, даже их надо обязательно рассматривать. У нас велись в том числе отдельные спарринги, связанные с этим. Ну, например, 1 на 1, когда один только лежа и сидя может работать, другой стоя работает, да. 1 к 2, когда двое стоя, например, работают, один лежа и сидя, и так далее. Ну, то есть вот такого рода тренинги постоянно у нас тоже прокатывались так вот. И я считаю, что это необходимый раздел для освоения в боевых искусствах. Так, давайте мы сейчас с вами еще раз вернемся, ну, например, вот к этому фрагменту, который мы только что смотрели, потом посмотрим самый первый. Вот, и поговорим об отдельных каких-то моментах, сейчас связанных с тем, что мы видим. Одну секундочку, прошу прощения. Так, сейчас. Угу. Так, значит, еще раз, вот мы видим вот эти вот перевороты через корпус с опорой или без опоры порой, да, на руки. Это тоже у нас атакующие действия руками. Вот мы видим ряд подсечек, ряд атакующих действий руками. Таких вот, помните уже, я надеюсь, да, вы уже ориентируетесь во многих боевых направлениях, через которые мы уже с вами проходили. Вот эти вот размашистые такие атаки руками, которые свойственны пикуатшвань, свойственны баджишвань, там, например, да. Еще раз вот мы посмотрим сейчас на китайскую армию, например, на то, как в обязательном порядке там ряд родов войск осваивают, в том числе дитаншвань, ну, в отдельных каких-то моментах, тоже не целиком там. Это не значит, что вот эти вот солдаты, они прям мастера дитаншвань, но считается, что это необходимый все-таки раздел, действительно. Так, Вася Васин пишет: Минасан Конбанва, Станислав Сан, вам тоже доброго вечера. Вот парнишка, о котором я говорил несколько раньше, как о таком, ну, я не знаю, как о хорошем исполнителе того, о чем мы говорим. Вот замечательно пользуется дитаншвань, но в силу там еще даже такой детской гибкости, еще много ему позволительно. Вот. И видите, он с легкостью достаточно и падает, и встает, и выполняет вот эти вот атакующие действия. Причем, видите, да, из положения сидя, например, он выпрыгивает вверх, да, потом снова занимает положение сидя вот на одном колене и так далее. Значит, здесь не очень много у нас ударов, ну и атак, и защиты руками, но достаточно много работы ногами. Видим, да, 2 удара в одном прыжке, 2 удара назад. Кто умеет делать, кстати? Вот мы это делали в московском клубе, например. Так, ну и вот такие вот подъемы, естественно, удары через себя, круговые, достаточно амплитудные, сверху вниз такие атаки, да, и так далее. Так, Сергей пишет: по моему мнению, работа лежа важнейшая часть работы против ножевика. К тому же не вижу особой разницы между работой в стойке и лежа. Все зависит от ситуации, складывающейся в бою. Ну окей. Будем считать, что вы в том числе каким-то образом соприкасаетесь, например, с такой работой, которую мы сейчас обсуждаем. Окей. Хотя, Сергей, насколько я знаю, вы все-таки придерживаетесь несколько более спортивных норм. Поэтому, скорее всего, все-таки, мне кажется, вы говорите о работе в партере, вполне спортивной, а не о боевой работе, которую мы вот сегодня обсуждаем. Окей. Вот опять, да, вот эти вот удары через себя, вот мы сейчас видели, да, в прыжках такие, которые не являются просто акробатическими элементами, а являются элементами атак. Вот здесь вот мы снова видим и работу руками, что я считаю очень важным. Да, вот сейчас вот обратили внимание, дайте я вернусь немножечко назад. Простите, что я буду немножечко периодически возвращаться. Сейчас прошу прощения. Давайте сейчас. Хотел обратить ваше внимание на отдельные какие-то моменты технические. Вот это вот положение, да, обратили внимание.
Я, к сожалению, не могу зафиксировать самого падения, но, по крайней мере, вот конечное положение, оно хотя бы немножечко здесь фиксируется. Обращаем внимание, что во время падения он выполняет атаку рукой и в то же время выполняет в противоположном направлении атаку ногой. Да? Вот сейчас у нас рука в одну сторону, нога в другую, это уже после падения. Но вот во время падения он выполняет вот эти вот две атаки практически. Да? Вот это вот, на этом я хотел просто остановиться на мгновение. Так, секунду. Сейчас мне надо видеть тоже ваши комментарии все-таки. Окей. Тот же самый элемент фактически, да, мы сейчас пронаблюдали. Обращаем внимание, да, вот как легко достаточно боец работает в положении сидя, лежа, как легко меняет одно положение на другое. Вот эти снова атакующие действия через себя. Атаки руками, атаки ногами, то есть все перемешивается. Здесь нет разницы на самом деле, в какую сторону и чем работать, да, мы все обратили внимание. Вот. Кстати, вот сейчас вот было падение, сейчас прошу прощения опять, секундочку. Хочу все-таки здесь вот немножечко остановиться, прошу прощения. Сейчас. Вот этот момент падения, сейчас вот он был, да, обратили внимание, этот момент падения. На самом деле, вот такого рода падения, они существуют разные, там разные техники падения существуют. Есть такие техники падения, когда вы падаете вообще вот в положении сидя буквально, да, и для того, чтобы не разбивать копчик, не разбивать себе позвоночный столб, да, вы должны падать не совсем вот так, а должны падать вот чуть-чуть складываясь. Тогда ваши ноги принимают на себя весь вот этот вот удар. Вы передаете их во всю плоскость, во всю плоскость ног, да, которая соприкасается в этот момент с землей. Это подобно тому, как, например, в самбо выполняют страховку типичную, да, когда падают и максимум, или в дзюдо там максимум падения стараются передать еще в свою руку. Вот хлопок там выполняется дополнительный, да, который призван немножечко оттягивать вот этот момент удара о землю. Да? Вот в Дитан Шуане есть такие техники, которые передают это на ваши ноги только исключительно. Здесь вот мы видим, как кроме того, что на ноги это передается, этот момент еще передается на ладони падающего вот этого бойца. Обратили внимание, кстати, да, что он падает не так, чтобы пострадали его суставы. Он буквально падает на ладони разведенных рук, да, как раз для того, чтобы немного вот погасить дополнительно вот этот вот импульс от столкновения с землей. Но, кстати, что интересно, есть и падение полностью на всю плоскость. Но, правда, они требуют все-таки какой-то предварительной подготовки. Начинают обычно с не очень высоких падений, из положения сидя, например, вы падаете всей плоскостью. То есть там и спина участвует, и ваши ноги там, и так далее. И есть подобные же падения, когда вы падаете на левый или правый бок, да, целиком на всю плоскость. Очень важно падать и не подкладывать под себя руку, потому что первое, что делают чаще всего не умельцы в этих вещах, это стараются подложить под себя руку. Вот как-то вот так вот подкладывают. И в эти моменты, так же как при подсечках, когда подсекаешь человека, он подкладывает под себя руку, да, там либо рука летит, либо ребра летят, значит, ломаются, либо и то, и другое. Вот, ну, кстати, иногда и плечо даже, вот, не дай бог, вот плечо даже вылетает, бывает открытый перелом после таких вещей, после подсечки, я имею в виду. Надеюсь, что вы сами себе не доставите такого неудобства, если вот будете, например, осваивать разные падения. Так вот, да, действительно, во время там боковых ударов в прыжках, например, да, есть варианты, когда вы падаете на свое плечо, на полную вот эту вот плоскость, на бедро и на голень, соответственно, ноги, которая оказывается. Ну, еще вторая нога там немножко пристукивает стопой, да, во время падения. Вот такие вот есть тоже варианты. Есть падение, кстати, на живот. Мы даже видели, там вот была пара моментов, когда мы это обращали, на это могли обратить внимание. Может быть, позже еще остановимся на этом. Просто хотелось вот сделать акцент на отдельных таких каких-то технических элементах. Вот, кстати, обратили внимание, да, тоже хорошая была атака рукой, причем в падении, да, обратили внимание, вот вся инерция вот этого вот заваливания, вращения, потом заваливания, да, передается в руку, которая атакует во время падения, значит, бойца. Кстати говоря, очень часто путают, значит, Дитан Шуань или Коут Шуань путают с
кулаком Пьяного, вот этим вот излюбленным, который благодаря Джеки Чану стал достаточно популярен, но популярен не с точки зрения освоения, а с точки зрения просто бесед о нем. Да? Действительно, в «Кулаке Пьяного» версии Джеки Чана и версии современного шаолиньского цирка, да, там достаточно много тоже падений таких, вставаний, ну и прочего подобного. Хотя как это сказать, в аутентичном «Кулаке Пьяного» падений вот этих вот и каких-то вот таких вещей достаточно мало. На самом деле все, чем отличается «Кулак Пьяного» от, я не знаю от чего, от любой другой версии подобной, это просто пошатывание и чисто тактический подход несколько другой, да, когда постоянно меняется дистанция и боец поворачивается таким образом, что ну, не совсем, так сказать, прогнозируемо, что именно и каким образом он будет атаковать. Да. Вот такая всего лишь ситуация. То есть вот эта версия Джеки Чана для «Пьяного кулака» это не аутентичная вещь. И, кстати говоря, он неоднократно сам сообщает о том, что часть того, что он демонстрирует, не часть, а большая часть, так скажем, большая часть того, что он демонстрирует в своих фильмах, это его исключительно выдумки. И, к сожалению, рядом людей, принимаемых за чистую монету, за то, что вот это и есть китайское кунг-фу такое. Так, Сергей пишет, на видео акробатика и показуха они работали уже. Ну вот, наконец-то вы показали свою истинную природу. Сергей, я этого ждал. К спорту, кстати, отношусь весьма критично, однако не считаю, что там прям все плохо. А никто не говорит, что все плохо. Все хорошо на своем месте. Гребцу надо грести. Баскетболисту закидывать мяч в кольцо. Спортсмену выполнять спортивные какие-то, работать по спортивным правилам. Бойцу сражаться. Все хорошо, только в свое время и на своем месте. Вот. Про акробатику и показуху вы опять, как всегда, не очень правы. Вот мы как раз это обсуждали, что там нет чистой акробатики и нет чистой показухи. Но, Сергей, естественно, у вас всегда критическое мнение к тому, что делают другие. Мы это хорошо знаем. Но в любом случае, спасибо за ваше мнение. Оно иногда интересно бывает. Окей. Так, давайте мы теперь посмотрим еще другой фрагмент. Сейчас. Вот это уже Коуч Вань, это как раз вот то, что, с чего мы стартовали, кулак собаки так называемый, да. Опять мы видим, вот на первый взгляд, на вид не знатока, на взгляд не знатока, практически одно и то же мы наблюдаем, да, обратите внимание. Ну, те же практические вещи какие-то, но правда. Здесь мы будем наблюдать больше работы в положении сидя. Вы на это обратите внимание, хотя достаточно много прыжковых ударов, там, да, работы руками достаточно много, в том числе работы, сидя руками, что тоже очень важно. Кстати, вот некоторое время назад, давайте я сейчас вернусь немножечко назад, сейчас простите меня, что периодически я это делаю, одну секунду. Вот это вот положение, сейчас еще разочек, давайте я это зафиксирую, одну секунду, вот. Вот эта вот атака, как раз, видите, да, во-первых, боец падает на бок, как вот я говорил, да, есть такие вот способы падения, и они достаточно просты для тех, кто немножечко совсем потренируется. Кстати говоря, вообще основы Коуч Вань и Детан Швань, они очень легкие. Сложными, ну, наверное, для некоторых бойцов будут сложными вот эти вот сложные такие высокие удары ногами через себя, там, особенно когда они сдвоенно идут, там 2 удара ногами в одном прыжке, например, да, или там 3 даже бывает. Ну, может быть, это сложно. Но вот эти вот падения, вставания, ребят, обычно осваиваются очень быстро. Очень быстро. За исключением, ну, каких-то явно сложности, ну, например, избыточный вес может не позволить это достаточно легко освоить, но в основном это осваивается быстро. И вот мы сейчас видели вот это вот падение на правую сторону, на правый бок, да, с одновременной атакой ногой. Но вообще, вот обращаем внимание, что в этот момент у нас выполняется и защита, обращаем внимание, да, левая рука бойца у нас тут на всякий случай защищает его, ну, вообще в подобных случаях, вот, например, правая нога выступает для того, чтобы зацепить стопу противника, левая для того, чтобы опрокинуть, упираясь в таз, брюшину или коленный сустав, но рука, вот эта вот левая рука бойца, да, в основном нужна для того, чтобы на всякий случай застраховаться от атак руками или ногами, если что-то пошло не так, да. То есть на самом деле, вот если здесь вот рассмотреть этот момент, это вот
называется техника. Это то, что на нашем канале и вообще в боевых искусствах называется техника. То есть техника — это никогда техника выполнения одного удара. Техника — это ряд технических элементов, выполненных одновременно. Вот здесь вот 4 элемента выполняются одновременно. Падение, зацеп ногой, атака другой ногой и защита, выполняемая рукой. Да? Вот 4 элемента выполняются одновременно. Это вот называется техника. Причем вот эта вот техника очень простая. Она реально очень быстро, очень легко осваивается. В отличие от некоторых других, которые вот мы здесь видим. Окей. Вот достаточно много работы руками, причем обращаем внимание, что в разных направлениях у нас боец работает, иногда одновременно в разных нескольких направлениях, иногда последовательно, вот как мы сейчас увидели, атаки в одну сторону, то в другую тут же, да, с заменой, с переходом из регистра в регистр, да, вот. Очень легко, видите, да, боец меняет свое положение, вот вообще прямо из растяжечного, из такого, как это, из растяжки такой, как перпендикулярный такой, да, что ли, я не знаю, там, да, как это сказать. Есть продольный, а есть вот поперечный. Из поперечной растяжки, как он легко принимает совершенно любые положения, да, обратили внимание. Это просто к тому, что здесь не показуха, не желание просто продемонстрировать что-нибудь из акробатики. Это демонстрация того, как легко из, казалось бы, совершенно невыгодного положения человек может принимать очень выгодное положение. И в этом нет сложности при определенном уровне тренированности каком-то. И вот как раз раздел работы лежа и сидя в боевых искусствах обычно осваивается вне сложных элементов, вне вот этих вот сложных фляков, там, сальто, там, и прыжковых таких ударов, потому что прыжковые удары вообще отдельно, значит, это тоже отдельный раздел в боевых искусствах, как правило. Вот. А работа вот лежа и сидя, которую мы здесь вот наблюдаем, работа ногами и руками, причем ударная работа ногами и ударная работа руками в первую очередь, а уже во вторую очередь там подхваты, захваты, там какие-то опрокидывания и прочее, да? Вот на это в первую очередь уделяется внимание в таких достойных достаточно клубах, где бойцов действительно хотят подготовить, а не сделать просто спортсмены, не буду развивать это. Окей. Вот эти вот моменты, которые мы сейчас наблюдаем, да, вращения такие вот ногами, обращаем внимание, да, это способ атаки, способ защиты одновременно и способ подниматься из положения лежа. Вот у нас в рук, кстати, есть подобные моменты. Упрощенные несколько, да, но есть тем не менее. Потому что, ну, если вы будете это осваивать, вот если вы с этой упрощенки начнете, дальнейшее вам будет очень хорошо. Вот тоже обращаем внимание, когда легко переходит боец из положения стоя в положение сидя, там периодически близкие такие шаги, переходит вообще в положение на одном колене, например. Вот снова мы наблюдаем работу оружием с элементами коуч-лайн, да, с рычагами, которые... Вот эти вот рычаги, давайте я сейчас остановлюсь немножечко, да, сейчас, одну секунду, чуть-чуть назад еще верну. Сейчас. Вот рычаги, например, такого рода, да. Обращайте внимание, это рычаги, которые имеют отношение в том числе к цинна. Когда вы осваиваете цинна, вы работаете над рычагами не только рук, там, например, над такими рычагами, как рычаги там, пальцев, кисти руки, различные рычаги, предплечья, плеча, там, шеи, позвоночного столба, я не знаю, там, и так далее, да? Но и работаете над рычагами ног, да? И вот в частности вот такой вот рычаг, это типичный, один из типичных рычагов цинна, который там вот осваивается. Ну и как видим, подобные же рычаги у нас возникают в коуч-лайн, например, детант-лайн там и так далее. Сейчас еще вот мы момент посмотрим отдельный технический. Вот этот вот, например, да. Это тот же рычаг абсолютно, просто он до этого выполнялся там при помощи, например, палки, при помощи копья, например, да. Здесь это выполняется исключительно ногой, и причем из положения лежа мы видим, как боец, сейчас я еще немножечко размотаю, он намеренно занимает вот это вот положение лежа. Давайте еще раз посмотрим. Обращаем внимание, да, вот намеренно просто принимает это положение для того, чтобы доминировать как раз, для того, чтобы поставить такую жирную точку. Окей. Сейчас, секундочку. Угу.
Вот здесь вот очень хорошо виден целый ряд работы руками, что тоже очень важно для этих боевых направлений. Еще раз просто напомню, тут не делается большой разницы между работой руками и ногами, потому что вот это вот положение лежа и положение сидя позволяет вам использовать любые ваши конечности, левую и правую, и ноги, и руки там, и так далее. И в этом смысле как бы большой разницы нет. И обязательно к освоению работа руками в том числе, когда вы осваиваете вот такого рода технические элементы, хотя бы даже отдельные. Да? Вот здесь вот мы видим достаточно их много, вот элементов работы руками. Да? Ну и спаренных, в том числе с работой ногами. Вот, кстати, обращаем внимание, да, защита такая от множества противников, и в то же время эти же действия являются атакующими. Вот, вот снова из положения стоя практически боец занимает положение сидя, да, уже достаточно легко для тех, кто умеет работать сидя и лежа. Кстати, обращали внимание, вот те, кто привык работать в вертикали, исключительно, да, в положении, вот опять вот мы видим, да, вертикальное меняется на горизонтальное, тут же меняется опять на вертикальное. Видите, что никакой сложности нет. Кстати, кому интересно, попробуйте вот эти вот моменты. Если вы никогда таким образом не работали, я думаю, это вызовет большую достаточно сложность, вплоть до того, что вот люди, которые привыкли работать исключительно вертикально, у них иногда даже шумит в голове, когда они начинают работать вот так вот лежа или сидя достаточно интенсивно. Они там не возиться просто, а действительно интенсивно работают. Вот. Это связано с такими вот особенностями все-таки, физиологическими особенностями человека. Ну окей. Да, и, кстати, я действительно вас призываю именно попробовать какие-то отдельные моменты из того, что вы сейчас вот здесь видите, для того, чтобы составить истинное, реальное представление о том, насколько это легко или сложно. Но еще раз напомню, если вы этому уделите действительно достаточно внимания, если вы таким образом поработаете со своим партнером, в том числе, вы достаточно быстро отладите. Кстати, вообще рекомендую, если у вас нет вообще практики такой вот работы, ребят, первое, что рекомендую вам сделать, с чего вообще рекомендую начать, давайте я сейчас переключусь несколько, секундочку, таким образом. Значит, первое, что рекомендую осваивать, это, знаете, вот найдите себе партнера, если у вас есть клуб какой-то, если есть партнер, с которым вы можете отрабатывать там эти все вещи. Значит, ребят, просто очень рекомендую начинать из положения сидя. Вы садитесь, напротив ваш партнер садится, не надо там пробовать сначала там разницу такую вот, когда ваш партнер там стоит, а вы лежа или сидя, там, начинайте с простого. Оба садитесь и просто работаете ногами. Как если бы вы работали стоя, то же самое делаете вот как раз сидя. Пробуйте атаковать, выполнять различные действия ногами, и очень быстро вы перейдете как раз к тому, что вам необходимо работать двумя ногами. Вы будете начинать уже подхватывать ноги противника, вам придется же защищаться, да, и скорее всего первое время вы будете опираться на собственные руки. Скорее всего так. И вот это даст вам возможность сначала сделать первый шаг к тому, чтобы правильно работать ногами, правильно располагать свой корпус. Появятся уже тактические решения. Они одинаковые вообще для всех. Любой боец, который вот начинает с этого, одинаковые тактические решения там возникают. Постепенное смещение корпуса в разные стороны, переворачивание сбоку на бок, там, например, уже положение лежа кое-где возникают, да, когда проще гораздо работать таким вот образом, например, подхваты ногами. Вот, выдавливание уже суставов там начинается и так далее. Вот это вот первое, с чего надо начинать. И если вы это сможете освоить, а это осваивается достаточно быстро, там буквально несколько тренировок, несколько подходов, да, и, в общем, вы уже начинаете справляться с основным объемом задач. Вот после этого вы уже можете постепенно переходить к тому, что ваш партнер в положении стоя, например, находится, пытается вас там добивать, атаковать, там, не знаю, что-то бороться с вами и так далее. А вы вот точно так же, как в положении сидя это делали или в положении лежа, да, точно таким же образом при помощи тех же совершенно тактических решений и тех же элементов начинаете работать с ним. Вот это вот второй уже шаг будет, да. Третий шаг, ну это естественно вполне, когда вы начинаете менять свое положение сидя, положение лежа, положение стоя и так далее, и так далее, и так далее. Вы начинаете менять. И четвертый шаг, это когда вы, значит, намеренно уже, значит, в спарринговой своей практике намеренно падаете, занимаете это положение и там начинаете работать. Ну и, наверное, пятым будет уже работа с несколькими противниками. Да? То есть, в принципе, вот такая последовательность вполне характерна для таких вещей. Большинство необходимых каких-то элементов вы таким образом сами даже выявите. Еще раз, здесь нет ничего сложного, мы попозже посмотрим. Там будет ряд достаточно простых элементов, ну, например, те, о которых мы уже несколько раз с вами говорили. Вот.
Значит, более сложные какие-то элементы, ну, конечно, их надо уже осваивать, это уже отдельная такая тема, тема подъемов там из положения лежа, когда вы... Существует несколько видов такого подъема. Вот мы видели такие полуфляки, такие, да, когда там одними ногами так вот отмахивает, да, боец, например, да, и встает в положение, значит, стоя. То же самое в обратном направлении можно делать. Есть вот вариант, когда вращение ногами такое вот выполняется, и оно вас выкручивает наверх, там, например, да. Такая ситуация. У нас, кстати, есть отдельные вот такие вот элементы тоже в уроках, еще раз напомню. Вот, в Laufenschwein, например, и в Hautschwein. Значит, и есть другие разные варианты, когда это выполняется, эти вот подъемы, например, выполняются с опорой на руки, без опоры на руки, с опорой на руку и на ногу только одну и так далее. То есть тут существует целый набор, но это уже отдельно все-таки лучше осваивать. Так же, как падение. Вот если все-таки такая работа осваивается в более массированном таком варианте, да, уже ну, в более сложном таком масштабе, не когда вы там просто там, ну, условно говоря, так прилегли там и начали работать со своим спарринг-партнером там в положении лежа, там, например, да, а когда вы выполняете, например, достаточно высокий там амплитудный какой-то прыжок и тут же падаете целиком вот так вот на тело, как мы это видели, да, вот такие вот вещи уже все-таки надо более серьезно к ним подходить. И для этого, ну просто, если вам негде это освоить, не у кого это взять, то какие-то отдельные моменты, какие-то отдельные элементы вы можете легко сами выявить. Еще раз, каким образом? Из положения сидя падаете в положение лежа. Это не очень большая высота, как вы понимаете, да, даже если ваша масса очень большая, тем не менее вы вполне можете, значит, занять это положение достаточно удобно. Братцы, сейчас на одну секунду отойду, у меня кошка орет сумасшедшим образом, она хочет на улицу. Сейчас, секунду. Все в порядке, прошу прощения за эту маленькую паузу. Просто у меня вот, значит, одна кошка такая есть. У меня она не одна, вот, но одна есть такая, которая, она как, я не знаю, она как заводная просто. Если она чего-то хочет, она будет вот так вот орать. Ну, пока что-то не изменится там в ситуации. Это свойство, такое негативное достаточно свойство ее характера, которое не все могут терпеть, благодаря чему эта кошка у нас живет не особенно так хорошо. Это, кстати, по поводу вообще характеров людей. Чем более вы все-таки настроены социально, как бы, да, тем, наверное, легче вам жить. И вот, в частности, вот эта кошка, о которой я говорю, она... в принципе, принимается всеми нашими соседями, она к ним ходит, они ее подкармливают, там, она может впереться там в 3 ночи, например, потребовать, чтобы ее пустили, ее пускают, потому что она будет орать как сумасшедшая, пока ее не пустят в дом, например, да, вот, но при этом, сами понимаете, она и негативчик тоже свой собирает из этой жизни. Окей, так, идем дальше. Значит, братцы, если у вас есть вопросы по поводу просмотренного, если есть какие-то вопросы по техническим особенностям, задавайте. Или там еще по каким-то поводам, которые мы с вами сейчас обсуждаем. Если нет, тогда сейчас я еще обязательно раз прогоню по этим, мы пройдемся по этим фрагментам. Я уже несколько еще своих отдельных комментариев по этим поводам дам. Так, секундочку, Богдан пишет, подъем разгибом ног это называется. Ага. Мне он не особо нравился и мало применим в реале. Есть проще способ встать с подсечкой, например. Да, совершенно верно, да. В принципе, все вот эти вот инерционные вот эти вот моменты, да, они вас легко вытаскивают из положения лежа или сидя. Совершенно верно, согласен. Окей. Так, давайте мы еще раз тогда вот этот вот фрагмент отсмотрим. И на каких-то отдельных моментах я остановлюсь. Значит, кстати, сейчас одну секунду, прошу прощения. Снова сейчас вернусь немножко назад. Вспомнился случай. Значит, обращаем внимание, вот это вот падение, видели, да? Оно выполняется таким образом, чтобы не на колени упасть, да? Чтобы не разбивать себе колени и верхнюю часть голени, да? А чтобы упасть на внутреннюю часть голени, да? Чтобы это все принимало на себя основной удар от столкновения. Так вот, вспоминается случай. Когда-то давно, в юности, он вообще не имеет этот случай отношения к тому, что мы сейчас просматриваем.
Значит, когда давно в юности мы пошли в поход, расположились на реке Волга, и на противоположном берегу, значит, началась какая-то дискотека. Там был какой-то пансионат, что ли, или еще что-то. Ну, мы решили, в общем, туда плыть. Взяли у местных лодку, значит, погрузились в нее все и поплыли, значит, туда, на ту сторону. Вот. И оказалось, что этот пансионат был спортивный. И там, значит, высоченные девушки, баскетболисты, и такие достаточно низкие кавказцы какие-то оказались, борцы, что ли, там, я не знаю. В общем, такая вот разница большая была, да. Вот, значит, но все равно Кавказ есть Кавказ, они там за девушками за этим пытались ухаживать там и так далее, и периодически для них включали, значит, лезгинку. И вот они давай там вытанцовывать. Раз они сплясали лезгинку, потом второй раз, потом третий раз, и где-то раз на четвертый, значит, им включают лезгинку, и один из кавказцев такой: не надо лезгинку больше, коленки болят. Вот эта вот история как раз мне вот напомнила это все. То, что мы сейчас с вами наблюдаем, потому что, да, действительно, они там так падали на свои колени, что я не знаю, как они вообще живыми оставались. Ну вот тот вариант, который мы сейчас видим, вот этого падения, да, это вариант как раз такой наименее травматичный. Продолжаем. Вот здесь вот, да, ряд ударов был. Давайте еще раз вернемся немножечко назад сейчас, секундочку. Вот. С опорой на руки, да, мы видим один удар одной ногой, потом выполняется, сейчас вот вслед за ним сразу последовательно параллельно идет вторая нога на атаку, да, и будет третий еще удар, уже задний такой удар, да, вот мы сейчас видим. Видим, да, 3 удара практически выполняются, ну, практически на одном движении, да. Вот такая техника, например, мне кажется, достаточно достойная и интересно здесь представлена. Конечно, да, для такой работы, вот, которую мы сейчас, в частности, наблюдаем, должны быть достаточно сильные ноги, да, мы видим все время вот это вот занимание положения сидя, да, вот, кстати, да, я хотел сказать о разнице между коучуань и детанчуань. Ну, например, вот в коучуань мы видим гораздо больше положений сидя, чем в детан, да, ну, что вполне характерно, в принципе, даже по названию как-то, в общем-то, достаточно логично получается. Это среди прочего. Давайте там дальше посмотрим. Так вот, да, надо иметь достаточно крепкие ноги для того, чтобы иметь возможность вот это вот постоянно менять вот это вот положение, для того, чтобы легко переходить из регистра в регистр, атаковать там, где нет защиты противника вообще, да. Это может быть любая зона на его теле. Вот, кстати, вот мы сейчас видели такие. Сейчас давайте еще вернемся немножечко назад. Секундочку. Вот сейчас будет ряд атакующих действий, тоже последовательно параллельных. Видите, ударов ногами, да? Это то, что мы называем там акробатическим колесом, там, условно говоря. На самом деле это мы видим, да, атаки ногами. Тоже, кстати, достаточно легко осваиваются. Для тех, кто умеет выполнять просто хотя бы колесо, я думаю, несложно достаточно выполнить и такие атаки ногами, да? С опорой на руки. Или вот без опоры на руки. Сейчас еще раз прошу прощения. Чуть-чуть назад вернемся. Я специально зафиксирую этот момент, если получится. Вот. Обратили внимание, да? Если первые удары у нас выполняются там с опорой на руки, то вот вторые вот здесь вот уже выполняется, это уже более сложный элемент, выполняется вообще без опоры на руки. Только буквально вот в таком колесе, в таком повороте, да? И они имеют, конечно, вот такого рода выполнение, имеют гораздо большую инерцию, большую мощь. И такие достаточно высокие, как минимум. То есть атаки получаются сверху вниз, да, в противника. Окей. При том, что, казалось бы, боец, который это выполняет, находится достаточно низко, да, мы видим. Тем не менее, его атаки идут сверху вниз. Окей. Вот, кстати, вот то, на что я обращал внимание. Давайте еще раз это посмотрим. Как вот такое положение из поперечного шпагата, да, как оно совершенно не мешает этому бойцу тут же менять это положение на любое другое, выполнять действия руками и ногами и так далее. То есть вот это вот не показушная вещь, это просто вот, я бы сказал, что это показушность только с точки зрения маневренности того, что обычный человек не принимает как маневренное. Вот это вот положение, вот, согласитесь, большинство из тех, кто сейчас наблюдает, да, наверняка оценит как вообще не боевое. Ну вот давайте посмотрим. Видите, да, как легко боец переходит
значит, в положении сидя, ну так условно сидя, почти в шаг на одном колене. При этом мы видим, что он стопит, вот это вот стопер ногой, левой ногой он выполняет, да, он, значит, такой стопер выполняется в голень, как правило, подшагивающего противника. Вот. И тут же дополнительный стопер рукой мы видим, да, это можно, конечно, принять за атаку, но, так сказать, это не атака, это дополнительный стопер, да. Давайте посмотрим дальше. Вот то же самое у нас выполняется в другую сторону, например, да, вот такие вот варианты. То есть достаточно большая мобильность, несмотря на то, что сначала был какой-то перечный шпагат, не совсем, казалось бы, подвижный. Вот здесь вот очень хорошо нам показано, давайте вернемся еще немножечко назад. Хорошая работа руками, для таолушника вообще прекрасно, я бы сказал. Давайте сейчас еще раз посмотрим. Вот, кстати, обратили внимание, да, очень хорошая работа руками. Подобные вещи мы наблюдаем в Фаньцзишуань, мы наблюдаем, ну, отдельные отголоски в Пигуацюань, там тоже, да, мы это уже видели с вами уже не раз. Очень хорошая динамичная работа, большая частота. Обратили внимание, кстати, да, на удар двумя кулаками в прыжке. Сейчас. Давайте сейчас посмотрим тоже этот момент. Сейчас. Вот. Не могу поймать этот момент, секунду. Вот. Атака двумя кулаками в прыжке, в достаточно высоком прыжке, как мы видим, да, удар сверху вниз. Это такой, слушайте, я даже не буду это дополнительно еще как-то аранжировать и пояснять. Такое атакующее действие имеется во многих боевых направлениях. В Фаньцзишуань, кстати, оно тоже имеется. И, среди прочего, кстати, вот те, кто у нас осваивает Вао Фэншуань, у нас даже на первом самом этапе, на уроках для белых поясов, показан удар в прыжке рукой через спину во время прыжка, да. Еще более сложный такой элемент, и он тоже, кстати, осваивается достаточно несложно вообще-то, если правильно, ну, прослушать то, что там говорится, и посмотреть, что там показывается, да? Окей. Достаточно много таких, ну, чисто таолушных вещей, когда у нас там мимика начинает работать, да, боец, как Брюс Ли в своих фильмах, или Джеки Чан, например, в своих, или там Джет Ли, например. Но для Ушу Таолу это очень важный момент, потому что артистизм это тоже важный такой для них момент. И, к сожалению, как я уже сказал, вот для этого стрима значит, вообще материалов по Коучуань и по Дитаншуань достаточно много в сети, в разноязычной сети, в разноязычном YouTube. Но, к сожалению, мне не все можно было сюда брать для этого стрима. Поэтому все-таки вот Ушу Таолу пришлось взять просто для того, чтобы, ну, был какой-то ряд фрагментов, с которыми мы могли бы сравнить уже более боевые работы. Да? Я надеюсь, что вы сами справитесь с тем, чтобы найти это, если вам это будет интересно, найти это на доступных, например. Так, секунду. Ну вот сейчас вот, да, вот мы видим, да, видели, вот самый простой, один из самых простых способов, сейчас, секундочку, еще раз. Чуть-чуть вернусь назад, один из самых простых способов подниматься, да, сейчас вот мы его видим, видели, да? Вот один из самых простых способов. Это как раз вот то, о чем я говорил, когда вы опираетесь на руку и на стопу на одну, да, вторая стопа, в данном случае, она там выполнила свой функционал такой инерционный просто, и все, да. Давайте еще раз прям. Кратенько прям посмотрим этот момент подъема. Вот такая вот инерция и простая опора на стопу и на руку, да? Один из самых простых способов. Но опять существует масса других, которые не менее эффективны и в разных ситуациях, конечно, разные вам наверняка помогут способы подниматься. Иногда удобнее подняться вот буквально в той оси, в которой вот вы находились, там лежа или сидя, да, а иногда гораздо полезнее, ну, при работе, например, с несколькими противниками, да, лежа, иногда гораздо полезнее поменять свое положение и вставать не там, где вы лежали, да, ну, я не знаю, как это еще объяснить. Там отдельный момент, это мы еще и видели перед этим. Окей.
Здесь он старается показать такую наигуновскую работу, такую, поэтому это медленно достаточно там выходило у бойца. Кстати, да, еще раз, вот если мы вернемся чуть-чуть вот к этим рычагам, давайте еще прям буквально маленький кусочек посмотрим, да, обращаем внимание, да, что здесь одновременно и рычаг голени, и рычаг стопы, да, я надеюсь, что обратили на это внимание. И здесь вопрос не боевого воздействия, я еще раз просто, братцы, напомню, если вы осваиваете Цинна, например, да, с его рычагами, то имейте в виду, что болевой эффект это самое последнее, на что вы должны обращать внимание. Нет, на тренировке вы должны на это обращать внимание, потому что если вы вашему партнеру делаете реально больно, то это означает, что на следующем этапе вы либо сломаете ему, например, что-то, либо сустав повредите, либо значит, связку порвете там, и так далее. То есть боль, конечно, она в этом смысле является таким сообщением о предстоящем о предстоящем ущербе каком-то, да, с одной стороны. Но с другой стороны, в боевой практике, конечно, рассчитывать на болевой стимул, это самое последнее, о чем вы должны думать. Я еще раз напомню, ваш оппонент или ваши оппоненты, они могут находиться в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, они могут находиться в состоянии какой-то экзальтации, когда болевой порог смещается в сторону неощущения боли, да, поэтому вот это вот болевые стимулы это только для ковра, это только для спорта. Для боевых искусств, конечно, все это не так, и вот в данном случае, вот то, что вот мы сейчас наблюдаем, да, там вообще идеальным решением было бы, конечно, с одной стороны, значит, выведение из строя коленного сустава, вот если мы я даже не знаю, как это лучше пояснить. Если сейчас угол наклона вот этого копья или шеста изменится с 45 градусов там, на 90, постепенно будет выходить, при этом будет придерживаться вторая нога, и таким образом будет фиксироваться тело в том положении, в котором уже находится, да, то коленный сустав, да, вы понимаете, да, он постепенно выйдет из строя. То же самое со стопой. Там очень тонкие фаланги, и там, где фаланги вот эти вот переходят в сам голеностоп, да, вот в это соединение, вот, там самое слабое место. И каким образом на это воздействовать, я еще покажу обязательно на семинарах. Вот когда у нас будут семинары, там, в том числе мы будем Цинна наверняка прогонять, я покажу в том числе, как это здесь работает. Но здесь вот как раз заход именно на такое, на травмирование еще и голеностопа. Это просто кому интересны такие моменты, связанные с Цинна. Здесь вот обычное достаточно воздействие на коленный сустав в первую очередь, и там немножечко на стопу тоже заход опять тоже был. Окей. Сейчас я надеюсь, что у нас будет что-то, о чем еще дополнительно стоит сказать, кроме того, что мы говорили. Вот еще, да-да-да, вот давайте остановимся еще немножечко, буквально. Опять простой достаточно способ подъема с земли. Падение, я даже на нем не буду останавливаться, все-таки это надо осваивать отдельно. А вот такие способы подъема, да, вот практически это то, что мы перед этим наблюдали, только здесь вот уже без опоры на руку даже выполнилось, да. Обратили внимание, за счет инерционности такой. И тут же боец снова занимает положение сидя. Окей. Вот инерционные такие действия, да, которые могут быть подъемом снова, а здесь выполнены просто как подсечки. Несколько атак в разных, причем сторонах. Здесь у нас руки отработали, там у нас нога отработала, в разных направлениях боец одновременно действует. Ну, один из способов подъема как раз, да, наверное, не самый удачный для многих вот был сейчас. С инерцией, связанной с инерцией такой вот работы двумя ногами сразу одновременно. Окей. Так, давайте мы сейчас еще разочек вот это вот посмотрим, хорошо? Вот эти вот моменты. Здесь очень много амплитудной работы и руками, и ногами. Да, довольно сложные удары такие, когда последовательно параллельно у нас идут в прыжке ноги в атаке, да, приходит к противнику. Вот. Мы видели и подсечку, и два стопера одновременно. В общем, такая достаточно хорошая тут вот техничная работа нам демонстрируется. Вот. Вот, кстати, да, обратили внимание, да, на одной, сейчас, секундочку, на одной из падений, сейчас чуть-чуть вернусь назад, все-таки хочу это зафиксировать.
Сейчас. Там у нас будет момент падения. Вот. Вот один из способов падения, например, на живот. Видите, ничего сложного. Но, ребята, правда, с самого начала потренируйтесь или на мат на какой-то падать, или там из положения сидя сначала вот попадать, да, потому что сначала, ребят, реально, там вы неправильно, скорее всего, будете выставлять локти. Вот чаще всего люди ошибочно, вот опять, помните, мы с вами говорили о том, что рефлексы подводят. Вот прошитые рефлексы сразу вас делают травмируемым. Первое, что люди обычно делают, вот подставляют вот таким вот образом руки во время падения, да. Тут же, дай бог, чтобы не вылетели плечевые суставы, дай бог, чтобы вы не разбили себе локти, да, и так далее. Вот не здесь руки должны быть, да, а вот здесь вот руки должны быть, вот здесь вот они должны быть. Понимаете, да? Так, чтобы ваши суставы не страдали. Вот такое прямое воздействие на сустав – это самое плохое, что может с вами случиться. Ну, а также, собственно, и на кости на ваши, на локоть, да. Вот такая история. На этом тоже хотел остановиться. Просто это один из самых простых способов. Еще раз, там могут быть совершенно другие способы падения, когда вот так вот две руки, например, выходят вперед, да, когда одна рука таким образом выходит, другая в другую сторону там выходит и так далее. Окей. Да, кстати, вот еще тоже момент такой, братцы, простите, что опять вернусь, извините. Способ поменять одно положение, вот сейчас обратите внимание, видите, да, как легко боец переворачивается из положения, значит, лежа на животе, там, да, на спину тут же переворачивается. Если хотите, попробуйте тоже. Получится у вас так же быстро, интенсивно это сделать, да? Вот понимаете, да, то есть надо отладить свое тело, надо все-таки вот этому уделять действительно отдельное внимание. Поэтому я еще раз просто повторю то, о чем говорил. Вот эти вот вещи, работа лежа и сидя, это необходимый для изучения раздел в каждом боевом клубе. Если этому уделять на тренировке, ну, ребят, ну, я не знаю, ну, какое-то минимальное хотя бы время на каждой тренировке. Ну, там сначала, конечно, придется уделить побольше внимания. Там минут 40, например, хотя бы на одной тренировке, наверное, придется так поработать. На следующий там 40, еще на следующий 40, там, например, минут, да. Вот, но постепенно, вот, когда весь клуб уже работает более или менее так неплохо, достаточно слаженно, никто не отстает, да, то уже где-то 10-15 минут каждой тренировки вот этому посвящать, этого даже бывает достаточно. Вот такой работе, в том числе и спарринговой. Там минут 5-10 поработали над какими-то элементами, минут 5-10 просто вот спаррингов там в положении лежа. Так, окей. Дальше идем. Тоже вот обратили внимание, да, вот сейчас вот, секундочку еще раз, братцы, опять остановлюсь, чуть-чуть вернусь назад сейчас. Да, во-первых, вот такого рода, сейчас. Вот, у нас сейчас только что был удар одновременно и рукой, и ногой, что довольно характерно для китайских боевых направлений, но вот, к сожалению, не могу я поймать этот момент прям, что характерно для китайских боевых направлений, которые используют интенсивную работу ногами. Вот часто такое вот как раз применяется, да. И вот это вот у нас был прыжок с падением, да. Вот, причем падением на бедро буквально, то есть даже не вся плоскость там была использована для падения, а вот бедро и нога опорная, да, там вот так вот было. Тоже обратите внимание на это. Окей. И вот у нас солдаты опять, да, с атакой одновременно, да, занимают положение лежа, не боятся падать. Кстати, вот да, один из способов учиться падать, вы знаете, да, даже акробаты, кстати, пользуются таким методом, это в воде отрабатывать, да, потому что вода немножко держит ваше тело, вот. И то, что вот они учатся это в воде, вот эти вот падения, это просто для того, чтобы, ну, не боялись сначала солдаты и, так сказать, могли рассчитывать на то, что вода немножечко сдержит вот этот вот удар о землю, а потом это можно уже выполнять на земле. Вот мы сейчас это видим. Вот тоже падение такое, и, кстати, не очень хорошее, как мы видим, не очень правильное. Единственное, что у нас солдат здесь пытаются делать, это они мощный шлепок такой вот выполняют, да, но пока они вот на этой грязи, которая более или менее мягкой является, да, это более-менее работает. Ребят, несколько раз вот так на асфальт, и вам не захочется так падать, да.
немножко по-другому все-таки надо, вот как мы говорили несколько раньше. Ну окей. Дальнейшие какие-то вещи мы с вами уже наблюдали. Я, наверное, не буду здесь уже... Или все-таки, давайте мы еще посмотрим тогда вот этот вот фрагмент. Наверняка есть тоже о чем сказать. Вот эти вот сложные достаточно удары, когда у нас одна нога в прыжке, потом ее догоняет вторая нога для атаки, да. Кстати, да, вот эти вот действия, которые вот мы сейчас видели, вот эти вот, которые в борьбе применяются, ну, как мостик, да, как такие перебегания мостиком просто, да, вот здесь вот обратите внимание на сами ноги вот этого вот мальчишки, да. На самом деле это целая вереница подножек таких, когда одна нога фиксирует ногу противника, другая, как бы, как сказать, является, давит на рычаг, как на голень там, например, да, и опрокидывает таким образом противника. Потом то же самое повторяется со вторым, с третьим противником и так далее. То есть вот здесь вот это не мостики борцовские, да, это вот целый ряд таких подножек, да, кому интересно. Кстати, обратили внимание, да, как он сейчас упал? Он внутрь сложил вот так вот уже локти, да, для того, чтобы снова уберечь свои суставы. Уже не раз падал, поэтому хорошо знает, как сделать так, чтобы не прямо на суставы было воздействие. Тоже один из способов. Вот снова два удара подряд назад. Падение. Окей. Так, давайте мы сейчас перейдем к типичному обсуждению. Значит, братцы, опять, если есть какие-то вопросы по техникам или вообще вопросы, уже не относящиеся к тому, что мы сейчас просматривали, задавайте, пожалуйста, эти вопросы, поднимайте эти темы, вот, и мы обязательно, соответственно, их отсмотрим. Значит, смотрите, у нас есть еще пара вопросов на этот стрим. В частности, эти вопросы не относятся к теме, но один из них я забыл рассмотреть, был задан вопрос, и я забыл его рассмотреть на прошлом стриме. В частности, там речь шла о том, что, значит, почему невыгодно начинать бой первым. Значит, братцы, это не совсем так. Выгодно для тех, кто на гоп-стоп идет, кто хочет вас ограбить. Выгодно для полицаев, там, для полицейских, которые хотят вас правомерно или неправомерно задержать и так далее. Естественно, вполне это вот как раз люди, которые репрессивно достаточно действуют, и они в первую очередь, конечно, начинают с атаки, да, это понятно. Вот. Теперь другая сторона. Мы с вами в альтернативе этого всего находимся, если вы не являетесь бандитом, разбойником с большой дороги, господином полицейским или еще кем-то таким, то, наверное, вы по другую сторону баррикад находитесь и, соответственно, в несколько других условиях. Значит, смотрите, вопрос правомерности возникает. Понятно, что в определенных обстоятельствах вообще не важно, кто первым начал, да, вот это вот он первый начал там и так далее, это даже не рассматривается. Но есть ряд таких моментов, когда начинаете, вернее, когда это становится важным. Значит, если вы наносите действительно серьезный ущерб гражданину или гражданам, да, и в суде это рассматривается, и вы вот реально уже под судом там и так далее, то вот вопрос того, кто начал, становится важным уже. Почему? Потому что в этом случае это вопрос вашей самообороны. Максимум, что могут вам пришить, это не, как это сказать, превышение там границ самообороны, например, каких-то, да. Но, по крайней мере, не вы агрессор, не вы виноваты в этой ситуации. Да? Вот в этих случаях это важный момент, правомерный, да, для вас. Это вот первый момент. Второй момент. Как правило, здесь вот на этом канале люди все-таки достаточно интеллигентные. Человек интеллигентный, он, как правило, все-таки с большим кредитом доверия к окружению существует и с большим терпением, да, потому что интеллигентный человек, да, все знают, что intelligent, например, или вот в болгарском есть тоже слово intelligent, например, да, это человек соображающий. Да, то есть это не просто тактичный, как сказать, ну, такой тактичный человек, да, этикетный такой человек, это соображающий человек. Вот большинство людей, присутствующих на этом канале, мне кажется, достаточно интеллигентные люди,
И для них вот просто вот даже это как-то не очень, ну, не камильфо какое-то, да, вот самому там первым атаковать. Хотя бывают такие ситуации, когда, ну, почему бы и нет. Разные бывают ситуации. Но в большинстве случаев, когда вот на вас давят, когда там что-то такое, атаковать первым — это, братцы, не всегда хорошо, если вы достаточно опытный боец. Для начинающего или там для постспортсмена, ну, просто выхода другого нет. Потому что, ну, защиты нет. Там в постспорте, например, или в спорте там защиты практически нет, да. Значит, попытаться убежать от агрессора, упрыгать, там, увернуться, там, ну, это также, знаете, если профессионалы на ринге 50/50 это делают, да, то не профессионал и не на ринге, ну, там вообще вероятность довольно низкая. Вот, поэтому, конечно, да, у постспортсменов или неопытных бойцов возникает мысль, что, наверное, единственное их спасение — это первым там бить. Но опять, ребят, это хорошо, если один противник или если ваши противники в очередь выстроились, да, и вы по очереди можете их проатаковать. Но, как правило, с такими ситуациями мы не сталкиваемся, и обычно вот этот вот первый удар, ну, даже если в одного вы попали и он там упал, например, ненадолго, да, но другие также точно начинают вас атаковать, да. То есть в этом смысле это не совсем стратегический подход, скорее отчаянный. Вот отчаяние — это самое последнее, что я мог бы посоветовать вообще бойцам. Значит, понятно, что неумехам советуют в том числе и отчаянные такие позиции. И эти отчаянные позиции чаще всего не спасают, но позволяют вот этому отчаявшемуся человеку хоть что-то сделать, там, например, да. И считается, что вот это вот хоть что-то — это лучше, чем ничего. Это, братцы, далеко тоже не так, но бог с ним, не будем это обсуждать. Так вот, значит, когда мы говорим о более опытном бойце, да, то вот смотрите, когда вы практикуете, если вы практикуете боевое искусство, ну, действительно боевое искусство, а не вот там такое около боевое, псевдобоевое, выдумки какие-то там, постспортивные, например, какие-то и так далее, то в первую очередь вы ориентируетесь на собственную защищенность. Да? Еще раз просто напомню опять этот слоган: если вы защищены, всегда сможете проатаковать противника, если не защищены, всегда противник сможет проатаковать вас. Да? И в этом смысле вы просто изначально подстраиваетесь под действие противника. Вы не являетесь ведомым в этом смысле. То есть это не спорт. Боевое искусство — это не спорт. Тут нет обмена ударами. Поэтому вы ведомым не будете. Вы будете действовать одновременно с противником, но с большим прицелом на собственную защищенность. И именно в этом смысле бить первым уже против этой тактики. Я не говорю, что это какой-то стратегический волшебный подход, это просто тактический подход, да. Вот. И как раз в этом смысле гораздо лучше полагаться на действия противника или противников. Да? Вот таким вот образом, как правило, это решается. Но опять, ребята, это при определенном опыте, это все-таки надо набрать какой-то опыт, надо уметь хорошо защищаться, это надо уметь проводить спарринги, в которых вы только в защите находитесь. Не в смысле, еще раз, убегаете, куда-то ложитесь, там, прячетесь за угол, что-то такое там делаете. Вот. А когда вы действительно защищаетесь, существует активная оборона, существует там пассивная оборона, вы умеете и то, и другое, и, в общем, и то, и другое вам дается достаточно хорошо, и тогда нет смысла вот этого ни в угадайке какой-то, когда вот надо угадать, как же вас будет противник атаковать, и будет ли, в какой момент он вас будет атаковать, да? Вам этого не нужно. Ваша защита короче по времени, не всегда по расстоянию, но всегда по времени короче, раза в 2 или в 3, чем любое атакующее действие противника. И в этом смысле, как бы вам не надо ничего угадывать, у вас есть еще какое-то время достаточно продолжительное для того, чтобы принять решение. Почему я говорю продолжительно? Несмотря на то, что кажется, что любое атакующее действие, оно мгновенно, но это далеко не так. Оно довольно длинное. И опытные бойцы, которые у нас здесь присутствуют, хорошо это знают. Когда атакующее действие вы считываете еще до того, как оно началось, вы его хорошо наблюдаете, успеваете пронаблюдать целиком, пока оно развивается там, да, и так далее. И можете еще принять массу решений по этому поводу. То есть этот вот навык быстрого считывания, видения всего, что происходит там с вашим противником или с вашими противниками, этот навык достаточно быстро накапливается. Но опять при условии, что вы работаете в спарринговой практике постоянно, если спарринги у вас постоянные достаточно, это очень быстро накапливается такой навык. И он больше никаким образом не накапливается, только когда вы имеете непосредственное общение вот со спарринг-партнером. Да? Поэтому те, кто не спаррингует и считает, что они вот будут бойцами офигенными, ну нет, не будут. Ну хотя бы потому, что, например, вот такого навыка они лишают себя. Да?
Вот. Ну, в принципе, я надеюсь, что я достаточно кратко и в то же время подробно ответил на этот вопрос. И с моей точки зрения, каким бы боевым направлением вы ни занимались, скорее всего, выгоднее, просто тактически выгоднее, значит, все-таки не бить первым, а буквально, как бы это сказать, использовать для этого действия вашего противника, для ваших уже дальнейших действий. Вот. Ну и, кстати, ребята, которые цинна хорошо осваивают, для них это вообще здорово. Я уже говорил о том, что вот ребята-циннашники, которые хорошо вот работают в цинна, да, они просто умеют провоцировать захваты. То есть, когда вот возникает какая-то агрессивная ситуация, и вас могут там так атаковать. Вот опять циннашники просто вызывают захват и все. Причем захват в том месте, в котором они захотят. Они подают прям этот захват практически. Вот. И они знают, что атаки не будет никакой, будет захват. И все, и работают с цинна, да, уже. Ну, это один из вариантов просто решения таких вопросов. Вот. Опять же, под камеру, под любую съемку, там, на телефоне, например, сразу видно, что не вы были инициатором этого, и вы просто защищались. Да? Это тоже такой немаловажный момент. Он не везде нужен, но, тем не менее, мне кажется, это важный все-таки момент. И важно работать именно с прицелом на такие вещи, на то, что братцы сажают не только профессионалов, но и вообще ложков ни за что сажают, да, в ряде постсоветских стран. Вот. И сесть за то, что вы просто хороший боец, ну, я считаю, что это верх глупости. Вот. Поэтому надо стараться таких вещей избегать. И уже поэтому, хотя бы с этой точки зрения, надо уметь работать именно таким образом, не наносить первый удар. Да? Вот. Есть даже бойцы, которые... Ну, вот у меня были такие пробы. Ну, не проба, а, как сказать, понимаете, эксперименты – это такая важная тоже часть жизни бойца. Главное, что только не заходить с этим слишком далеко. Вот. Но вот когда вы осваиваете, например, вот эту железную рубашку, когда вы вот наигун хорошо работаете, принимаете телом, головой, там, ногами, руками, там, мощные атаки какие-то, вот все. Значит, бывают все-таки такие моменты, когда это хочется попробовать в реальности, да? Вот. И у меня была пара таких проб, когда просто вот ты попадаешь в какую-то такую ситуацию и намеренно провоцируешь, чтобы тебя атаковали. Вот тебя атакуют, ты это все принимаешь на себя. Один раз, значит, там гражданин, который меня ударил, значит, у него травма кисти сразу возникла, да, после этого удара, потому что, когда вы в наигун работаете, там вы не даете возможности сконцентрировать, ну, например, удар кулаком сконцентрировать там в вашем теле где-то, да, вот, там чуть-чуть, вот буквально на 2-3 сантиметра еще подаетесь вперед, и чаще всего, вот, ну не чаще всего, но в смысле не очень подготовленные кисти, а на улице там ложки, как правило, у них вообще ничего не подготовлено, это постбоксеры, постспортсмены, кисти у них очень слабые, они работают на расслабоне, так вот, да, в перчатке, даже кулаком как следует не умеют работать, ну и вот чаще всего летит как раз кисть руки. Вот после этого это уже не боец, да, тоже понимаете. Ну вот такой вот, например, экспериментик был, например. Ну окей, это все так, не очень важно. Окей. Так, братцы, я вижу, у нас вопросов нет никаких. Да, кстати, еще был один вопрос. Одну секунду. У нас был такой вопрос, который, в принципе, мы можем отдельно обсуждать, но я не знаю, вот можем сейчас вот прям кратенько рассмотреть. Вопрос примерно таким образом звучал. Не вопрос, а тема. Это примерно таким образом звучало. Почему бойцу не нужен кастет? Или там, давайте скажем так, почему бойцу не нужны подручные средства? Потому что там кастет, условно говоря, это к нему, ну, к разряду таких кастетов или условно кастетов можно отнести любую явару, любое подручное средство, которое имеет более-менее какую-то плотность, твердость, помещается в вашей руке и немножечко из нее выходит. Да? В том числе, там, например, обыкновенную ручку даже, да, можно в принципе считать таким же, значит, как бы вы ее не держали, там, в каком бы положении вы ее, сейчас, чтобы не попадать в камеру, там, да, в каком бы положении вы ее не использовали, да, как бы вы ее не ставили там в руку, например, да, вы можете ее использовать, если она, ну, если это позволяет ее конструкция, там, например, да. Так вот, почему бойцам, как правило, не очень нужны вот эти вот подручные средства, ими можно пользоваться, конечно, там, например, для каких-то хватов очень хороша тоже ручка та же самая, да, вот, но вообще
со временем, с ростом вашего мастерства, вы как бы отказываетесь от таких вещей, ничего с собой такого не носите там и прочее подобное. Вот. Никакого уж оружия, тем более такого вот. Почему? Потому что с ростом практики вы начинаете понимать, что то, что вы держите в руке, вот любой предмет, который вы там держите, казалось бы, любой гражданин с удовольствием бы использовал этот предмет, вас он сковывает. Почему? Потому что, ну вот, братцы, знаете, даже когда мы говорим не о каком-то предмете, а когда мы говорим об отдельных даже рабочих поверхностях, ваша кисть, ведь она достаточно подвижна, да, вы можете менять разные, принимать разные положения, например, кисти, разные использовать какие-то формы этой кисти, разные рабочие поверхности, да, для своих атак и защит. И каждый из нас, кто пользуется разными рабочими поверхностями, если вы не последователь постспорта, где только торец кулака вы используете, да, а когда вы используете все-таки разные рабочие поверхности, то вы знаете, что каждая из этих рабочих поверхностей выполняет именно свой функционал. И ее невозможно заменить на другую какую-то. Не, ну там в определенных ситуациях, ну понятно, мы можем там, например, примерно одни и те же действия выполнить там основанием ладони, ребром ладони, запястьем и торцом кулака, например. Да, мы можем какие-то, но какие-то не можем уже. Есть такие вещи, которые кулаком выполнить невозможно. Есть такие вещи, которые невозможно выполнить ничем другим, чем только ребром ладони, например, да, и так далее. И с этой точки зрения, вот эта заданность, когда вы держите в руке какое-то дополнительное, ну как это, подручное средство какое-то, оно становится уже заданным. Даже если это вот Евара, которой вы там можете легко менять там ее положение, казалось бы, но количество этих положений ограничено, и возможности вашей руки в этом смысле тоже очень сильно ограничены на самом деле. И там, где вы уже привыкли пользоваться, например, какими-то рабочими поверхностями, такими достаточно удачными, удобными для вас, да, вы, оказывается, уже не можете использовать эти рабочие поверхности, когда вы что-то держите в руке, да. Кроме того, значит, у нас есть специфические достаточно техники, которые очень удобны для нас. И эти техники невозможно или с большим натягом можно использовать для каких-то подручных средств. Все-таки вот этот вот арсенал подручных средств, он очень узкий по сравнению с тем арсеналом, который мы имеем, когда наша рука свободна, да, там, например, кисть нашей руки свободна. Вот, то есть здесь вот есть такие вот особенные моменты, и с ростом мастерства мы, конечно, постепенно приходим к тому, что наше тело, наше оружие и вот подручники всякие, это не особо нужно. Хотя, братцы, иногда, конечно, и подручники здорово помогают, когда там, знаете, ну я не знаю, вот помните, ладно, я не буду снова рассказывать этот эпизод там из своей жизни, это уже было там, когда... Бывают иногда такие ситуации, когда нужно произвести в первую очередь впечатление, да, то есть вы не очень хотите там разрушать чью-то жизнь, вот, нужно просто выступить сначала хотя бы просто в качестве некой угрозы. И какая-то вот палка, попавшаяся под руку, такая труба там какая-то, ну, может вполне на это, так сказать, на это сработать, да. Вот. Но не надо рассчитывать на то, что это реально сработает, и, возможно, вам придется сражаться каким-то образом, и вот здесь вот вам принимать решение, насколько вы потянете, если этой трубой кого-то лишите здоровья. Поэтому подумайте хорошенечко. В любом случае, братцы, вот понимаете, вы все время балансируете, мы все время балансируем между вот этим вот сесть, не сесть. Я еще раз напомню, немало бойцов садилось по собственной глупости, выпил, например, и неадекватно достаточно себя вел, и неадекватно же в бою себя вел, и вот в итоге сел человек. За что сел, почему сел, кому это надо, вот из вас, сами подумайте, да, хорошенько. Опять, это не всегда может случиться, но, тем не менее, такая ситуация возможна. И, знаете, вот это вот то, что говорят, лучше типа хорошо, в смысле лучше плохо сидеть, чем хорошо лежать. Ну, ребят, это говорят те, кто не понимает, о чем говорят. Лучше не сидеть, ребят. Не лежать, не сидеть, вот это вот все. Это не касается нашей обсуждаемой темы, работы лежа и сидя. Я имею в виду, лучше не оказываться там в зоне, например, и лучше, конечно, сохранять свое здоровье и жизнь. Вот. Поэтому не такой у вас выбор всегда. Не вот это вот, сесть или не сесть, а выбор просто нормально выйти из ситуации. Живым, здоровым и при этом еще не сесть.
Вот это вот ваше решение, как бойца. Вот таким должно быть. Именно так вы тактически и стратегически должны выстраивать свои взаимоотношения в уличной ситуации какой-то. Да? Еще раз я напомню, просто уличных ситуаций таких вот, их не так много, они легко просчитываются. Там сценариев пара, буквально тройка. Не так они сложны. Вот, так что рекомендую как раз заранее об этом подумать. Значит, большое спасибо всем, кто поддерживает нас. Как видите, вот на первый этап создания сайта даже была переведена сумма. Большое спасибо тому, кто значит, этот перевод совершил. Спасибо, кто вообще поддерживает финансово наш канал. Еще раз, не забываем подписываться, делиться, ставить лайки, писать комментарии, жать колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Переходить по ссылкам внизу, там масса ссылок на ресурсы, содержащие информацию о боевых искусствах. Не забываем переходить и на плейлисты нашего канала, и на второй наш канал, где легче сориентироваться в тех темах в области боевых искусств, которые вас интересуют. И всем желаю хороших тренировок. Большое спасибо за участие в этом стриме. И надеюсь, что скоро увидимся. Всего доброго.